Иногда хочется чего-то вкусненького, простого и необычного, что приготовится легко и самое главное очень быстро. И после таких мыслей получаются необычные, быстрые и очень вкусные блюда. Всем привет, друзья! Ну и как вы уже поняли, нам понадобится 100 грамм твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он будет плавиться, и его нужно будет натереть на мелкой терке. Ну а после того, как вы натерли сыр, нам понадобится 100 грамм колбасы. Колбасу выбирайте любую, в моем случае это будет рубленая ветчина, и ее нужно будет полностью всю натереть на крупной терке. Натертую колбасу и сыр отправляем в отдельную глубокую тарелку. Берем ложку или вилку и аккуратно полностью все очень хорошо перемешиваем. Перемешанную колбасу и сыр отставляем пока что в сторонку. Далее, друзья, для моей идеи сегодня понадобится тостовый хлеб. Берем нож, или если же захотите, это можно будет сделать аккуратно руками. Нужно будет удалить из каждого края хлеба небольшой слой корочки. А вот эту всю мякишку, которая у нас осталась, мы будем использовать для приготовления нашего блюда. Точно так же делаем с остальными кусочками, которые вы для себя приготовили. Затем в глубокую тарелку нужно вбить 2 куриных яйца. К яйцам добавляем соль и перец, все по своему вкусу. И в эту же тарелку нужно добавить примерно 3-4 столовые ложки молока. Берем вилку, либо же венчик и аккуратно все перемешиваем до однородного состояния. Ну а дальше приступаем к самому приготовлению необычного вкусного блюда. Берем 2 ломтика хлеба, кисточку, и каждый из ломтиков вот так вот по периметру нужно промазать смесью молока и яйца. Ну а затем на один из ломтиков хлеба нужно выложить смесь колбасы и сыра. Небольшим, но равномерным слоем. Старайтесь руками все немножко прижать, так сказать, немного утрамбовать. Затем берем второй ломтик и накрываем первый. Немножко руками тоже все притрамбовываем, прижимаем. Первый способ: берем вилку и все края вот так вот аккуратно с каждой стороны прижимаем друг к другу вилкой. А получившийся вот такой вот бутерброд отставляем в сторонку. Точно таким же способом делаем все остальные бутерброды. И второй способ более легкий. Когда вы уложили кусочки мякиша друг на друга, вот так вот 2 пальцами просто прищипываем куски. Он тоже хорошо склеится и будет держать хорошо форму. Устанавливаем сковородку на огонь чуть выше среднего. Добавляем на нее небольшое количество подсолнечного масла. Каждый бутерброд вот так вот с 2 сторон обмакиваем в смеси яйца и молока. И укладываем на сковородку. Обжариваем с 2 сторон до готовности, до золотистого цвета. Ну и вот как-то так у вас должны будут получаться ваши бутерброды. Итак, вот это у меня получилась моя первая порция. Вот такие вот красивые, аппетитные, пышные, так сказать, будто бы греночки у нас получились. Но смотрите, когда мы их разрываем, вот такая вот начинка необычная, тягучая и очень вкусная получается внутри. Ну что ж, друзья, вот такая вот небольшая идея, вот такие вот очень отличные, очень вкусные бутербродики в виде гренок. Если же вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, поставьте дизлайк. Не пропускайте мои новые ролики. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!